Здравствуйте, мои дорогие зрители! Привет-привет! Вы на Мальфаровой свече, и с вами Каролина. И сейчас мы сделаем чистку и отливку, как обычно. Пожалуйста, настройтесь, мои хорошие. Я хочу, прежде чем начать, я хочу вас поблагодарить за то, что вы со мной. Я хочу поблагодарить вас за подписку, за лайки, комментарии, за донаты, за все, за все. Я хочу вас пригласить на мои каналы, на Таро канал, да, Зеркальное Таро, на канал, на Телеграм-канал. Пожалуйста, приходите, присоединяйтесь. И таким образом наше прекрасное сообщество растет. И это замечательно. Да? Вы знаете, что у каждого сообщества есть эгрегор. Это такой энергетический сгусток, да, который работает на защиту людей, объединенных в одно сообщество. Так что мы растем, эгрегор растет нашего сообщества. Итак, дорогие мои, ну что, мы начинаем. Кстати, в Телеграме очень много эзотерической информации интересной, поэтому под видео, пожалуйста, ссылочка, заходите. Итак, мы начинаем и приступаем. Что нам сегодня расскажет свеча через воск, какие придут нам откровения. Давайте посмотрим. Так. Ну, как красиво, да? О, понеслось. Так, идет примирение между женщинами, либо между мужчиной и женщиной. И так может. Между людьми идет примирение. Было много всего, были обиды, возможно, были ссоры, либо просто люди молча захлопнули друг за другом дверь. Вот такое что-то. Идет примирение, и вы знаете, судьба вас снова сводит, вот специально, чтобы вы примирились. Но это могут быть и родные люди, мама и дочка, допустим, там сестры, да. Ну и, конечно, мужчина и женщина, естественно. Ну вот смотрите, даже здесь показано то, что судьбоносное примирение, оно будет играть какую-то огромную роль в вашей жизни. Поэтому настройтесь, дорогие мои. Вот так будет, так случится. Кто-то разыскивает какого-то человека или вас разыскивают, да? Знаете, когда вы найдете друг друга? К какому-то большому празднику. Возможно, праздник будет такой не государственный, да, а такой народный какой-то праздник. Или даже религиозный. Вот так. Большое приобретение идет. То ли подарок, то ли вы покупаете что-то очень большое, очень дорогое. И будете, ну, как-то радоваться. Вообще, у кого-то это даже идет как сбыча мечты, да? Сбудется у кого-то мечта. Вот такое что-то огромное. Может, недвижимость, допустим. Так. Кто-то по работе хочет ответственность, как перекинуть с себя на другого человека. И вот я так скажу, если на вас кто-то хочет перекинуть, да, вот такой вам совет. Просто не позвольте человеку, как угодно. Отговорки, вы заняты, у вас нет времени, у вас сейчас как раз гости, да, приехали, вы все свободное время должны быть дома. Вот как-то и человек ничего не сможет сделать. Он будет либо искать другого кого-то на место жертвы, да, либо сам эту лямку тянуть. Потому что прям вот задумал кто-то на вас скинуть что-то, да, то, что должен делать сам. Это по работе. Так, мужчину вижу. Знаете, такой крупный носик, носатенький такой. Потом вот так как-то волосы, как челка впереди, чубчик такой, знаете, как-то вверх поднят. Поэтому, возможно, волосы кудрявые или немножко, или в целом, да. Ну, такой очень симпатичный, такой, знаете, как из греческой мифологии. Вот такой образ идет. Новое знакомство с вот таким мужчиной. Ой, целуется парочка, сидит тут. Много будет у вас очень тактильных таких удовольствий, чувственных с этим человеком. Женщина, вот она, длинные волосы. Ну, вроде бы темные волосы. Ну, так мне видится. Так. А может быть, например, вы покрасились, но мне все равно вы показаны с настоящим волосом, да? С натуральным цветом волос. Так, дальше. Ой, колечко вижу, какое красивое на пальчике. Ожидайте предложения от дорогого человека. Что еще из подсказок? А он как не рядом, он как далеко. Либо
обстоятельства, да, либо, может быть, так и началось, да, что вы вот на разных там полюсах, континентах, да, или в разных городах, странах, вот. Или, может, он уехал сейчас куда-то, но, невзирая на это, ваши сердца очень горячи, и вам это не помешает. То есть будет предложение такое прям вот настоящее. Соответственно, значит, вы эти все расстояния что? Преодолеете. Так, дальше. Щепетильную ситуацию вижу. Ну, придется как-то выходить из какой-то такой ситуации, когда, возможно, надо будет как-то схитрить. Ну, может быть, да, идете на свидание там с коллегой по офису, и тут раз и сталкиваетесь с кем-то тоже. И надо что-то будет придумать, потому что, допустим, вы не хотите огласки там или еще что-то. Ну, выкрутитесь вообще как-то. Ну, тут хитрость. Вот. Сыграет роль. Вам вот надо будет как-то себя что-то прикрыть, да? Угу. Принесет вам кто-то новость в клювике. Но новость, она как-то накручена, она как-то перекручена. Такое впечатление, что либо человек получил какую-то не совсем правдивую информацию, или сам перекрутил, или, может, забыл, как оно было на самом деле, да, как он услышал, и перекрутил. Поэтому, смотрите, она зацепит вас, эта новость. Вам захочется, ну, как может быть, сразу как-то действовать, или кому-то звонить, писать, или что-то выяснять. Смотрите, не торопитесь. Вам надо эту информацию как-то уточнить, еще с кем-то, возможно, поговорить, да, как-то разобраться, то есть не рубить с плеча, потому что здесь что-то совсем не так, как кажется, да, все не так, как кажется, да. Ой, что я вижу? Смотрите, соперничают две женщины, может быть, типа треугольника, но может быть и нет там еще отношений, а просто вот соперничество, да, за мужчину. А знаете, как он себя чувствует и как он себя ведет? А ему нравится. Вот такой вот щегол. Ему нравится, он прямо чувствует себя такой звездой. Ему вот эти женщины, которые как-то борются или ссорятся между собой за него, за его внимание, они его так превознесли, практически он никогда себя уверенно не чувствовал с женщинами, да. Но благодаря вот этому, ну, что он наблюдает, тому, что он наблюдает, он прямо так взлетел, так воспрял, столько себе, значит, набрал баллов, да. И тут начинает, как девица, прямо красавица, как-то и капризничать, что-то такое идет. Ну, в общем, он еще себя покажет, так скажем. Вот эти обе женщины, они еще обе могут в нем даже и быть разочарованы. Так, дальше. Кто-то совершил какую-то ошибку, какой-то неправильный поступок. Слушайте, такое ощущение, что этот был поступок под действием алкоголя. Знаете, как бывает там после какого-то бокала там вина начинают там женщины бывшим написывать там или звонить, что-то выяснять, оно там еще, допустим, осталось что-то в глубине души, да, на дне, скажем так. И началось, а потом утром такое сожаление, боже, зачем я это сделала, да. Держите себя, дорогие мои, в руках. Контролируйте количество выпитого алкоголя, да, и как вы действуете потом, потому что может быть потом очень какое-то большое сожаление. Но здесь еще ладно, если вы что-то там наговорили, а если поступок, да, если что-то сделать не так, вот можно очень даже пожалеть. Так что будьте внимательны, мои хорошие. Вернуться в отношения будет пытаться какой-то мужчина. Но дело в том, что он опоздал. Там женщина уже с другим человеком познакомится и почувствует такую, знаете, уверенность в себе, опору, заботу, нежность. Ну, все, что хотелось, да. И здесь мужчина как опоздает. Это большая подсказка мужчинам, которые смотрят, да, меня же смотрят тоже мужчины, что если вы сомневаетесь, там, колебаетесь, да, мечетесь, да, нет, идти, не идти. Вот чем дольше вы затягиваете, тем может вот уменьшаться шанс на примирение, на восстановление. Так, идет столкновение с каким-то таким маленьким, мелким своим страхом. Может быть, мышку где-то увидите там или паучка, да. Мелкий страх и прям впритык столкновения. Так.
Ну, это так, показано, но я и говорю вам, да. Просто даже для того, чтобы вы проверяли, как оно работает именно с вами. Вот. В какой связке с вами идет отливка, как вы настраиваетесь, насколько на нее. Так, огромная идет буква А. Ну, такая большая прорисована. Ну, во-первых, это первая буква в алфавите. Соответственно, это значит, какой-то человек может показывать, например, встреча с главным человеком в вашей жизни. Но может показывать также, ну, первым главным, да, может быть показывать, что, например, познакомитесь с мужчиной, а для мужчин с женщиной, да, имя будет на букву А, и этот человек будет для вас, ну, номер один, да, супер, что-то вот важный такой. Так, ангела-хранителя вижу. Стоит вот в женском платье, смотрите, женское платье, вот сзади крылья, видно вам? Но что-то в руках держит, такое как прямо вот то ли подарок, то ли как букет, то ли как такое, знаете, зеркало с ручкой, вот какое-то как старинное. Это что-то однозначно очень хорошее. Вам будет, может быть, знак от ваших ангелов, что что-то прекрасное, приятное, суперское идет в вашу жизнь на самом деле. Потому что это что-то, подарок. Но вот почему оно похоже еще на зеркало? Зеркало. Зеркало. Может быть, вы встретите человека, свою судьбу, свою половинку, да, что будете смотреть друг на друга, как в зеркало. Ну, будете настолько вот души родные, да. Помните, песня была, да? Гляжусь в тебя, как в зеркало, до головокружения. Вот, может быть, как раз об этом нам отливочка говорит. Так, мои хорошие. Смотрите, вижу, как идет курочка и много-много цыплят. Это, конечно, у нас выводок прямо такой. Это, конечно, у нас доходы чаще всего. Но может еще показывать мамочку многодетную, да. Может быть, у кого-то, не знаю, гостья будет скоро, у которой много деток, да. Или вы узнаете там о вашей подруге, однокласснице, одногруппнице, да, что у нее вот она решила стать многодетной мамочкой, да. Ну, а может быть, кому-то наша отливка предсказывает такую судьбу, что у вас будет много деток. Ну, так тоже может быть. Но тоже вот одно из основных значений, это у нас, конечно, прибыль, да, прибыль. Так, какой-то ленивый мужчина, женщина не может его столкнуть с дивана, что называется, да, все нужно уговаривать, все нужно начинать самой. Я имею в виду домашние какие-то дела, да. Но здесь такое впечатление, что женщине надоест, и она ему такой разгон устроит. И самое удивительное, что это сработает. Вот. Что-то, может быть, знаете, тянула сама, а потом однажды как топнет ножкой. И что-то здесь будет такой серьезный разговор, что мужчина, знаете, почешет репу свою и думает, да нет, таким образом могу и потерять свою королевишну. Надо вставать, поднимать попу и что-то делать, да? Так, другое дело, надолго ли, да? Вот такое у нас сегодня гадание. В конце еще скажу, вижу, знаете что, кто-то идет заниматься спортом, и есть рекомендация хорошего специалиста, у кого есть проблема, если вот со спиной, да, чтобы вы не взяли, не начали силовыми какими-то, вот как силовое идет. Вот, если все хорошо, хороший у вас тренер, да, то все будет отлично. А если есть какие-то проблемы со спиной, то с силовыми как бы не шутить. Вот такое вот идет в самом конце. Предупреждение, предостережение, как хотите, так и назовите. Ну что, а мы сейчас посмотрим с другой стороны, да. С другой стороны, что тут воск застыл и что он нам скажет. Так, с этой стороны очень много движения, большая скорость. Слушайте, здесь грядут какие-то перемены, которые будут происходить на очень большой скорости. Когда вы, что называется, притормозить не успеете, да? Что-то из этих событий будет вообще происходить как бы вне ваших планов. Поняли? Судьба берет как будто в свои руки. Вот он, сапожок, и погнали. Так, золотой пентакль идет кому-то, девочки. Это какая-то большая удача финансовая в вашей ручке идет. И опять свидание. Вот смотрите, свидание. Вот стоит мужчина на коленях, вот женщина. Вот он, видите, на коленочках стоит. Вот ножки. Вот.
Здесь такое впечатление, что у женщины животик. То есть, возможно, это мужчина целует женщину в животик, потому что там может беременность, да, может ребеночек. Вот. Животик еще может показывать реально, когда, ну, женщина такая не очень-то худенькая, животик есть, да, ну вот целует животик. Хорошие знаки. То, что плохое, мы запечатали. И, кстати, на это тоже вот эта скорость отражается. Смотрите, здесь какие-то события скорые, быстрое что-то происходит, да, и то, что вот негативного характера, мы его раз и запечатали, то есть как бы в самом начале, да, не дали развиться какому-то негативу. Вот, а это, собственно, нашей задачей и является. Ну что ж, вот и все. Вот мы и поработали с вами. Не забудьте, пожалуйста, подписаться, любимые мои. Не забудьте поставить пальчик вверх. Это ваш лайк, это ваше мне спасибо. Мне будет очень-очень приятно. И до новых встреч!